Что у нас происходило? Мы писали код, работали с проектом, и третий раз у нас уже возникает какая-то такая вот ошибка странная. Если она у меня возникает, возможно, она возникает еще у кого-то. И сейчас загоним ее на анализ в клауде. Так, на русском отвечай мне. The fix is... понял, буду отвечать на русском. В чем проблема? Проблема в том, что ban, среда выполнения, на которой работает Cloud Code, падает с ошибкой panic switch on corrupt value. Это баг самого ban, не твоего кода. Признаки: очень высокое количество, page fault до 3,3 миллиона, большое потребление памяти, пик до 1,82 гигабайта, крашится через разные промежутки времени. Решение: обновить Cloud Update или Ban Upgrade. Сделай. Cloud Update. Yes. Сделаем покрупнее, может быть, вам будет комфортнее видеть, читать. Cloud Version. Кстати, да, какая версия у нас здесь была? Сейчас глянем. Что-то была версия 2.1.5.0, 2.1.5.0, а сейчас та же самая 2.1.5.0. $2.1.50. Обновление выполнено. Все плохо. В терминале, где были ошибки и где все падало, была эта же версия, именно Cloud Code. Давай попробуем обновить второй, вот этот бан. Начни, пожалуйста, с того, что ты исследуешь, какая версия сейчас, потом обновишь и проверишь, было-стало. Может быть, опять тоже ничего не поменялось. Да. Команда не запускается. Так. Угу, да. Че он постоянно убегает куда-то? Да, искать. Окей, ищи. Значит, что у нас было? У нас было бан, репорт, то, что использует клауда, крашится. Поиск версии BUN внутри Cloud Code. Yes. То есть отдельно бан не установлен. Получается, поэтому, так как его у нас не установлено, то и версию его мы не можем посмотреть. Это внутренняя инструкция Anthropics. И сейчас через PowerShell Cloud Code пытается запросить, какая версия у бана, через Cloud Code. Пытается, но пока
Безуспешно. Видите, как даже сложно просто версию программы посмотреть, как он думает и напрягается. Хотя это, ну, вроде бы там должно быть супер просто. А он тут говорит, что можно послать какой-то краш-репорт. Клауда, запускаем здесь еще. Как отправить краш-репорт? Просто у нас здесь уже подключен гид. И, может быть, если они говорят на GitHub залейте, в конце лога уже есть готовая ссылка для отправки краш-репорта. Открой эту ссылку в браузере, она откроет репозиторий GitHub issue на репозиторий bans с redacted обезличенным краш-репортом. Нужно просто нажать Submit New Issue. Окей. Хорошо. Понятно. Тогда пробуем. Это уже мы кликнули, и автоматически краш-репорт отправился. То есть, получается, если у нас здесь был ряд крашей, то буквально кликнув по каждому крашу, мы отправляем новый репорт. Первый, второй, чтобы они знали, что у нас все плохо, крашится раз за разом. Все нехорошо. Так, это просто сохраним себе куда-нибудь. Может понадобиться. И здесь чистенький файлик у нас будет такой временный, куда можно что-нибудь закидывать. Хорошо, тогда, получается, это все можно закрывать. И здесь что у нас получается? Поиск строки с версией бан в бинарике, да? А то он говорит бан апдейт, оказывается, у нас вообще бан не стоит, не установлен. Хитрюга какой. Он говорит, что уже обновил, что был бан с багом, а теперь без бага. Ну окей, хорошо. Уважаемые веб-кодеры, финансового вам благополучия. Если возникает вот такая вот ошибка с бан-версией 1.3.10, то будем надеяться, что обновление до 1.3.11 поможет. Финансового вам благополучия. Так, что мы делаем в этом видео? Автоматизируем YouTube, это вторая часть. Новозагруженные видео нужно вручную заходить в Languages и выбирать здесь из списка. Cloud Code написал полностью инфраструктуру, но при запуске он запускает браузер, в то время как мы уже находимся внутри YouTube в Google Chrome. И залогиниваться заново — это
ну, достаточно сложно, и Google может нас не принять, отфильтровать, еще сделать какие-то там штуки. Вот поэтому есть задача, которую сейчас пробуем выполнить. Это автоматизировать эти процессы уже в рамках открытого Google Chrome. Раньше Chrome у нас падал из-за того, что там были ошибки. А сейчас мы уже обновили BUN, так называемый, BUN, и обновили Cloud Code. Ну, Cloud Code у нас та же версия была, но BUN вроде бы новая версия. Так что посмотрим, может быть, уже ничего не будет падать. Ну и начинаем заново. Новая сессия, поэтому он должен ознакомиться с проектом. Ознакомься с проектом и подтверди наш контракт. Под контрактом я имею в виду Cloud Instructions. Этот проект будет доступен публично, так что вы сможете себе скачать Cloud Instructions и Project Design. Для глубокого понимания, что это и как мы их создаем, почему он нужен, можете глянуть вот это двухчасовое видео. Cloud Code 2026, Project Design, сохранение контекста и экономия токенов. Так, принимает. Мы остановились на том, что делаем управление Google Chrome, который уже запущен, и проверь, с каким флагом сейчас запущен тот Chrome, который сейчас запущен. Чуть-чуть странно, да, но мы запускаем Chrome через специальный флаг, который говорит о том, что он оставляет открытый порт для управления Chrome при помощи, там, допустим, алгоритмов, отладки, и чтобы это все происходило непосредственно так. Вывод: вместо launch persistent command нужно использовать p-chromium connect over CDP, и Playwright подхватит уже запущенный браузер с существующей сервисом. Обсудим план перехода на connect over CDP. Главный процесс запущен с вот этими флагами. Мы его сразу направили на финальную точку, на которой мы поясни. Да, интересно. Два режима работы Playwright с браузером. Сейчас Launch Persistent Content. Python Playwright запускает новый Chrome, браузер профайл, новый подход Connect over CDP. Ты запускаешь Chrome вручную, уже залогинен в Google. Chrome уже запущен с флагом. Он просто думает, что... Понятно. Дело в том, что мы остановились на том, что несмотря на то, что Chrome запущен с правильным флагом, нужный порт недоступен. То есть проверь вначале доступность того порта, через который ты будешь к нему стучаться, чтобы управлять. Я подумал, он что-то новое нам предлагает. Он, предлагает ту же самую продолжать штуку делать, что мы уже начали, но споткнулись о том, что порт недоступен. И мы сейчас пытаемся это обойти.
О, да, хорошо. Проверяет дополнительные порты для отладки. Смотрит любые порты, которые открыты. Нашел какой-то порт. Смотрит, кто к нему подключен, кто его слушает. Известная проблема. Chrome открывает дебагинг порт только после того, как открыта хотя бы одна вкладка с реальной навигацией, либо флаг был передан некорректно, например, через ярлык. Не надо пояснять. Поясни. Ну, можно просто вот так вот. Проверяет доступность Chrome DevTool, протокол на порту. Да, окей. Да, проверь. Да, проверь. Вываливается какая-то ошибка. Мне сложно ее прочитать. Expect message. Еще раз ищет, где там порт может быть открыт. Пытается все под разными вариантами достучаться в порт. Похоже, хук в bash окружении подменяет на $, подчеркивание, на extg lob. Попробую иначе. Не отвечает. Chrome запущен с флагом правильным, но дебагинг порт реально не открыт. Самая вероятная причина, когда ты добавил флаг в ярлык и перезапустил Chrome, Windows на самом деле не убил старый процесс, а просто открыл новую вкладку и уже рабочим. Все хуже. Мы с тобой делали это, и ты перепроверял, сколько процессов открыто в системе с названием Chrome, и ты подтверждал, что действительно процесс полностью убит, и все процессы полностью убиты, то есть закрывались браузеры, потом вот эта вот висячая иконка, которая там справа в футере в Windows висит, она тоже закрывалась, ты подтверждал, что все закрыто, проверял сам ярлык, писал Python скрипт, который запускает этот ярлык, то есть все это пройдено, это все нормально запущено, то есть причина в чем-то другом. Ну и невозможно, чтобы Chrome был уже запущен с этим флагом. Ты подтверждаешь, что этот флаг запущен внутри в системе, и ты говоришь, что он не применился. Это взаимоисключающие вещи. Как мы искусственный интеллект поймали на лжи и противоречии. Он нас ведет по несуществующему пути полностью завершить Chrome все процессы. И рассказывает, как он что-то может нам накодить, в то время как нам это гарантированно не поможет. Ты прав, это противоречие, флаг в командной строке, процесс подтвержден, значит Chrome его получил. Но порт не слушается. Давай проверим конкретно на каком интерфейсе. Ну вот это, давай уже, да. Это уже другое. Опять.
бан, что-то какая-то ошибка. Но мы уже знаем, что можно просто нажать на эту кнопку и отправляется репорт. Прочитаю проект. Если мы разрешить эту ситуацию не смогли, это... А что это за ошибка? Получается, Cloud Code использует вот этот вот какой-то бан версия 1.3.10, а до этого там была версия 1.3. А кстати, какая у нас версия? Cloud. Может, это еще старая версия? Бан у нас установлен в рамках Cloud Code. Он отдельно у нас не установлен. Как проверить, какая версия бана сейчас стоит? Может быть, надо закрыть PageArm полностью, а не просто открывать новый терминал. Сейчас проверим. Бан. И скопируем ему вот такую вот штуку. Полностью отчет, чтобы он понимал, какой бан. Потому что, по-моему, прошлая версия это была как раз 10-я. И, по-моему, на 11-й уже вроде бы все нормально. И, по-моему, мы до нее уже обновились. Пишет, что 10-я. У тебя так, баг. До последней версии там уже более свежий бан. npm update. Так. Какой бан у меня в системе сейчас? Он предлагает там какие-то апдейты внутри этого. Я спрашиваю, какая версия сейчас? Окей. То есть он предлагает... проверь в Cloud Code, какая версия сейчас бана. Да, разрешить. 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 Бинарик не читается как текст, попробуй иначе. Да, разрешить. 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 Единственный надежный источник тот Crash Report использует, чтобы обновить. Нет, ты можешь. И у тебя получалось раньше. Скажи из бинарика, какая версия?
Опять пытается. Предлагает написать пайтоновский код, который это будет выполнять. Запустить его. Не особо читаю, что там происходит. 10-я версия. То есть, в принципе, у нас... Как предлагаешь его обновить? Если уже последняя версия и в краш-репорте и здесь, то что даст обновление? Есть какая-то новая версия, другая? Так, а мы пока что глянем... Почему возникает? Проект у нас пустой, мы еще ничего не заливали, потому что не получается оттестировать, что что-то работает. Конкретно, что означает бан встретил неожиданное повреждение значения в своем внутреннем switch statement. Вероятной причиной баг на Windows, судя по трею, это Windows-специфический краш, бан на Windows, историческая нестабильность, долгое время работы, elapsed 9 минут, долгоживущий процесс, и, возможно, произошла утечка памяти для Corrupted State в JS Runtime после продолжения высокое потребление памяти, больше 1 гигабайта, возможно, Windows начал агрессивно свапить память. Baseline сборка у тебя Windows x64, то есть бан, оптимизация, хотя CPU их поддерживает. Иногда baseline сборки содержат отдельные баги. Что делать? Обновить бан, переустановить не baseline версию, возможно, бан Windows, подать баг. Временный workaround, если краш у вас воспроизводится регулярно, можно запустить Cloud Code через VLS2, там бан на Linux работает значительно стабильнее. Так, Cloud Code говорит, ну, обнови. Обнови. Мы в прошлом видео обновляли. Это было, ну, буквально час назад. Клауды был вроде бы последний. И еще при попытке он показал, что та же версия. Cloud Update не сработал, версия осталась такая же. Скорее всего, что это стендалон установщик. Нужно скачать новый бинарик вручную. Cloud Code. Так, Cloud Code. 7D. Копируем. Закрываем. Правой кнопкой запустить как администратор, да. Установка.
Угу. Да, новая версия установлена. Хорошо. Это хорошо. Проверяем. Да. Cloud Code версия 2.1.50. А сейчас мы запускаем клауды. Та же самая версия. А если здесь запустить клауды? 2.1.50. Я не понимаю. Пусть браузерный нас рассудит. С одной стороны пишет, что обновил, с другой стороны при запуске пишется старая версия. Как так? Почему так? Может быть, мы должны его перезапустить именно в терминале. То есть, допустим, если сейчас мы возьмем и запустим в PowerShell клауды, то он тоже покажет самое 2.1.50. Установилось, но при вводе клауды запускает старое, потому что стоит старый путь. Перезапиши пути. Видите, вот каждое маленькое действие мы делаем, и мы его проверяем. То есть вот да, мы установили там новую версию клауда, нам пришло красивое такое вот зелененькое подтверждение радостное, что все установлено, новая версия. Но она не работает. Классно, что тестировали. Check version of old cloud in install pass. Да, окей. Да, удалить старые клауды. Уже если пусть запускается, то самая новая версия. А если будет понятно, что что-то не срабатывает, то понятно, что значит пути не прописаны к новому. Да, согласен. Требуется доступ администратора, и CMD запустил PowerShell из-под администратора, чтобы удалить. Потому что это было в другом пользователе лежало. Проверяет, действительно ли удалил. Шикарно. Прямо ошибка во время выполнения того, что должно привести к невозможности ошибок. Что может больше радовать, чем это? На всякий случай так для себя, для истории сохраню. Если буду писать там какие-то запросы, вопросы. Так, допустим, закрываем здесь. Допустим, закрываем в PowerShell через администратор. Запускаем клауды. Старая версия. Здесь есть старая версия клауда, которая хранится в IT Sales, и новая версия клауда, которая хранится в
юзере WebCode Blogger, новую версию оставь и перепиши ее в пути Windows для всех пользователей, старую версию сотри. Так, а что у нас тут оно вставляет? Где там настройки? Properties. Вставлять Ctrl-Shift-V. Да, окей. Чуть-чуть увеличить размер. Какие пользователи есть. Найти клауды в путях. Да. Проверить версии. Обнаружена старая версия 2.1.50 и новая 2.1.76. Вроде бы ничего не зависло. Что-то оно думает. Когда они показываются токены, что они списываются, то вызывает у меня какое-то, как подозрение, да, что он ничего не делает. Хотя после этого часто бывает, что оп, и все случилось. Так, пока он тут что-то думает, мы можем пока зайти в наш проект. Ага, вот он ищет, нашел, и мы пока что посмотрим наш проект. Кто какой порт слушает. Тут уже как-то быстрее все пошло. Поэтому можно на PyCharm не отвлекаться. Find Cloud in Program Files, да. Check if Cloud, да. Именно в путях он и должен быть перепрописан на новый путь. Старая версия — это 23 февраля 2026 года, а новая версия — это от сегодня буквально. Да, перепрописать пути для всех пользователей на новый. Да, и вот сейчас вот. Ой, как плохо. Клауды. Тот же самый. Давайте здесь попробуем сделать. Какая разница, какой терминал. Хотя здесь мы из-под администратора гарантированно зашли. Администратор Windows PowerShell. Но здесь, может быть, сам PyCharm как-то перепрописал себя, чтобы он был без ограничений. Может быть, он падает из-за того, что он запущен. Так, в PyCharm вроде бы все получилось. Сейчас мы проверим. Клауды. Нет, старая версия. Готовый результат, новая версия установлен. Для всех пользователей клауда добавлен системный пас. Проверь. Так ли это? У меня загружается старая версия.
Ведь я же открываю новый терминал, и там все должно работать. Вот новый терминал, клауды, старая версия. Может быть, он не может сам себя перепрописать, потому что у него тогда теряется связка. У меня есть гипотеза, что у клауда у тебя теряется связь с сервером, когда ты пытаешься перепрописать пути. Поэтому создай отдельный файл пайтоновский, который это все делает, даже если ты уже не активен. Напиши такой файл. Если хочешь, согласуй со мной структуру. Проблема понятна. Старый экзе из все еще вызывает, видно в crash log, скорее всего он не был удален или он прописан в пас раньше нового. Предлагаю структуру скрипта, требует запуска, диагностирует, определяет навершую версию, копирует ее удаляет все старые копии, фиксирует системный пас. Да, не трогает ничего, кроме пас клауда, не удаляет local bin полностью, только клауды exe оттуда. Да. Ну, то есть, что мы, какую ошибку ловим? То есть, сам Claude не может переписать сам себя. То есть, мы обращаемся, мы сидим внутри 2.1.50, и мы говорим, отключи его. И как только он себя отключает, мы теряем связь с сервером, но еще сюда подключения не имеем. Хотя, мы можем по-другому это все сделать, чтобы не городить такую схему. Ты знаешь, принудительно дай мне команду для запуска клауда из правильного места, который уже версии 75 от текущей даты. И он уже все сможет сделать самостоятельно, не вылетая. Гипотеза такая, без создания пайтоновских скриптов. Так, сейчас попробую выполнить. Получилось. Копируем историю, чтобы он понимал суть проблемы, которая возникает. Я не знаю, если мы так вручную пролистаем и с шифтом кликнем, да, выделится. Так, мы сюда вставляем и здесь сюда идем. Да, 2000, конечно, строк это очень немало. И тут у нас выделяем и вставляем.
показываем ему проблему, задачу, которую нужно решить. Проверяет, есть ли такие файлы. Ну, во всяком случае, подхватил задачу и начал стараться ее выполнять. Так, все 3 файла существуют. Не был удален. Вот прямая команда для запуска новой версии. И через PowerShell запусти ее от администратора. Ты уже запущен. Удали старую версию. Пропиши себя в пас. Он дает, ну, не то, что нужно, он неправильно понял контекст, что нам необходимо сейчас, не понял, на какой стадии мы остановились. Попробуем. Проверяет, удалена ли старая версия. Вот это старая версия, здесь новая версия. Старается удалить. У меня спросили, запустить ли с разрешением администратора. Повторно пытается удалить. Удаление не сработало, нет прав на файл ITCell. Пробую через 7D с повышением. Да. Да. Ну да, стараемся там удалить. Файл продолжает существовать. Возможно, это Symlink или Hardlink. Проверяю. Так, а мы, получается, можем просто зайти сюда и удалить его физически. Это будет проще всего, чем делать это через всякие штуки. Вот, Shift-Delete, Enter. Вот мы и нашли причину. У нас этот клауд где-то, наверное, открыт. Вот он у нас открыт, и поэтому удаление не срабатывает. Все, мы его просто закрыли, и удаление сработало. Так, я надеюсь, это уже будет финальная версия, или хотя бы опишем нашему. Один из терминалов имел у себя открытую версию, старую 50-ю, и поэтому удаление не срабатывало. То есть это вопрос не в правах, а в том, что этот файл активно использовался. Сейчас я вручную закрыл все процессы и вручную пошел по адресу и удалил файл. А теперь проверь, все ли хорошо в системе, все ли пути корректно прописаны к текущей обновленной версии клауда. А он-то думает, что у него прав нет удалять. Удаляет, а ничего не удаляется. Давайте оттестируем. Клауды. Запускается уже новая версия. Хорошо. Будем смотреть, насколько
А в принципе можно уже вот это вот все не делать и закрыть. И я вас поздравляю, мы обновили Claude до версии март 2013 года, до версии пятницы 13. Я думаю, что здесь я остановлю эту запись и докину к предыдущему файлу, там, где мы вот решали конфликты самого клауда.